Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в игру Police. Давайте продолжим. Так, мы остановились на 10-м дне. Местная жительница, у которой украли антикварное ожерелье, считает, что во всем виноват мэр. Уровень безработицы в городе опустился ниже 1%. Во Фрибурге может появиться православная церковь. Работа. Так, мою маму сбила машина. Она сейчас в больнице, борется за жизнь. Я должен быть рядом с ней. Можно я сегодня пропущу смену? Да, приходи завтра. У меня умер сосед, его жена попросила помочь с похоронами. Отпустите? Нет. Значит, мне сейчас допрос еще будет, да? Видимо. Так. Мы недовольны эффективностью полицейского департамента Фрибурга. Мы урезаем ваш бюджет. Вы потеряли один рабочий слот, выбрав занятый слот, вы автоматически уволите занимающего слот сотрудника. Давай его уберем. Черта. Позаботьтесь о горе. Герое. Линда Перди была девушка. Серьезно? Я думал, это парень. Сегодня герой. Или она. Ну, ладно. Он вытащил из реки тонущего сенатора Уоллеса Грина. Мэрия по рекомендации сенатора решила представить этого офицера к награде. Церемония назначена июль 27. Будет много журналистов, а также семья Грина, которая хочет лично отблагодарить героя. Позаботьтесь о том, чтобы с этим офицером не случилось ничего необычного. Он должен обязательно присутствовать на церемонии в добром здравии. Хорошо, закрыть. Джек, ты поклялся служить городу. Если ты не выполняешь свои обещания, мы будем выполнять свои. А мы не будем выполнять свои. Жесть. Мартин Робинс с блеском сдался экзамен и заработал повышение. Стукач. Похороны. Мужчина достойно служил своему городу. Сегодня его хранили с армейскими почестями. Так, не забудьте приготовить предстоящей встречи с прокурорами. Слушания июля 25-го. Процесс вниз. Так остался один день. Это жесть. Это жесть. Блин, капец. Повышенное убийство пригород. Сейчас 10 часов? Нет, 8. Так, если предполагается, что копам придется арестовать не одного или двух преступников, а целую группу, им может пригодиться автозак. По-настоящему способные сотрудники справятся и без специального транспорта. Но большинству полицейских автозак не помешает. Жаль, что у полицейского участка нет денег на него. Покушение на убийство. Фургончик с мороженым сбил школьника. Скорая помощь приехала через несколько минут, но медикам осталось лишь констатировать смерть. Путили улицы, на которой произошла трагедия, в ярости разделаться с водителем фургончика, прячется в машине скорой помощи. Медики пытаются образумить толпу, но ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Новость Путин, правильно? Так, заместитель дела, давайте. Мэрия, улучшение спецназа. Вот это выберем, и вот это выберем. Здесь что у нас? Ну здесь там. Там заместитель. Полицейская академия, барбекю, отправить информацию вечеринку. Нет, да? Так, все, ждем. Блин. Что-то у нас дела не очень хорошо идут, насколько я понял. Так, преступление ловушка. Окрестности лесопилки. Возле лесопилки творится что-то подозрительное. Блин. У нас сегодня-то все нормальные. Кто сегодня у нас есть, они все в добром здравии. Мы это пропустим тогда. Получается, зря деньги потратили, да? Ну, по факту. Ух ты. Джек, какой-то черный гангстер напал на наш магазин. Сейчас мы слишком заняты. Сможешь помочь? Ну, правильно, ребят. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Запрошу подкрепление. Верди.
Лаки прайс. Всех сотрудников отправили. 4. Времени вообще нету. Вступление ловушка, блин, ну что сделать-то, ну, если не получается никак иначе. Надо было, сейчас надо сделать на завтра, согласись. Там заместитель дела, расследование, дела, сэнды, последняя ловушка 1000. Такая ловушка 1000. А вот это я хотел купить. Завтра в 10, все, окей. Завтра у нас будет другая группа, и их отправим. Робинсона и этого. Конечно, хорошие ребята, они хорошо работают, но жалоба на шум, задание мафии, то есть так. Так, Джек у нас намечается дело в здании суда в 6:30. Мы не хотим, чтобы полиция все испортила. Я думаю, 6000 хватит для такого рода просьбы. Позаботься о герое. Джек, ты пока служить городу, если ты не выполняешь обещание, мы не будем выполнять свой... Что? Офицеры погибли? Они 3 офицеров убили? Офигеть! Пожилой мужчина сообщил участка о жутких криках, доносящихся из лесопилки. Вот уже полчаса, мне, черт возьми, 80-х. Тихо, правда, спокойно спать или нет, разберитесь же, наконец. Подождем, когда она приедет. Успеет, нет? Ждем. Все, она приехала, отправляем сотрудника. Че, еще не успел приехать? Черт, давай быстрее. Все, теперь она здесь. 1, 2, 3, 4. Все, поехали. Черт, это жесть. Это жесть. У нас еще 3 умерли. Офигеть. Ограбление, что там? У меня нет сотрудников. Из круглосуточной аптеки поступил сигнал тревоги. Внутрь пытается прорваться наркоман. Он угрожает девушке. Фармацевту расправить желание. Открыть дверь по-хорошему. Черт. Ее же завалят. Они же не успеют вернуться. Блин, что делать? Мистер Бой. Я управляю большим транспортным парком, и я хочу организовать мастер-класс для своих новых водителей. Господи, они должны научиться вести себя на дороге так, что патрульные даже не смотрели в сторону наших автомобилей. Пошла сделать, отправить 3 лучших офицеров, они будут ездить кататься своими людьми, писать тонкости полицейского наблюдения за потоком машин дорогу. Знаю проблем устаревшего автопарка полиции, нашего звена вообще подать вам новый автозак. Черт! У нас нет сотрудников, дорогой мой. Нету у нас. Но все отказались мы от автозака. Господи, лесопилка ограждена 3-метровым забором, ворота заперты внутри под сторону, тут кричит, тут выломать ворота. Мужчина держит молодого парня у циркулярной пилы. Парень истошно орет. Навести на мужчину пистолет, придется отойти от парня. Отлично, поступник стрелять. Навести на мужчину пистолет. Все невредимо, слава богу. Все живы, все в порядке. Черт, ну 3 еще умерли, это жесть. Убийство здания суда. Перед началом финального заседания по делу серийного убийцы Альберто Ромеро за подсудимым выхватил у пристава пистолет с кобуры, расстрелял несколько человек и забаррикадировался в зале суда, взяв в заложники молодую стенографистку. Офигеть, 6 можно послать. Не будем никого посылать. Мы работаем с мафией все-таки. Черт, вот это жесть, вот это жесть. У нас сотрудников нет. Давайте посмотрим, что там, где... А, вот ограбление, отчет. Что там? Преступник скрылся. Гражданский погиб. Ага, жесть. Это вообще жесть. И это мы ничего не... Это капец. Так, почему мы не можем... Сейчас я неправильно сложил, да? Давайте все-таки разберемся с ними. Так, ну... А как еще-то? Может быть, вот так вот? Давайте вот так попробуем. Нет, вот так вот. Успокойся. Вот так вот. Попробуем. Все, и вот так пусть остается. Так, видите, теперь будет средства, если одной стороны не увиделся на работу. Притворы за особо ценных. А, ну это мы знаем. Давайте так. Убийство. Детали. Угу. Попробуем вот так вот. Почему-то все это нет. Может вот так.
Поджог, значит, что с поджогом. Так, следственность. Так вот. Просто ничего они не расследуют. Капец, блин. Убийство в зале суда. Ну, что мы здесь сделаем? 5. Да как? Все у нас плохо что-то идет. Надо что-то делать. Кроме допроса 35 тысяч. Нет такого, ребята, нету. Исключаться, что бюджет труда. Всего один человек. Офигеть. У нас персонала катастрофически не хватает. У нас сейчас это смена А и вот эта смена Б. И никого здесь нет. Надо их перенести, короче. Так, сколько у нас живых сотрудников полиции? 5, да? 5, а здесь, ну, если не считать вот этого, то 2, 6. Офигеть, 6 сотрудников. Здесь 6, там 5. Офигенный штат у нас. Давайте его примем. А, ну мы еще тех не уволили, ладно. Вот это же нападение. Жилой квартал. Медики приехали на вызов мужчине, который жаловался на боль в груди во время спора. Он внезапно напал на одного из врачей. Сейчас кто-то о мировом фармацевтическом заговоре. Другому врачу удалось сбежать и вызвать полицию. Так. Давайте отправляем код. Нельзя не сыпать. Они разберутся. Блин, Перди умер как раз перед своей жесть. Это просто какой-то заговор. Столько сотрудников сразу убили. Что такое? Что? Вы признаны виновным в превышении должностных полномочий. Ваша зарплата урезается на 50%. Должностных полномочий? Я? Серьезно? Да. Преступник скрылся. Гражданский погиб. Ой. Спасибо, что сделали ту вещь, которую мы вас просили, вот сумма, на которую мы договорились. Что у них там? Дверь в квартиру заперта, изнутри слышны неразборчивые крики. Нападение желтый. Там сейчас хотим залезть через балкон. Взломать замок. Взломать замок. Так, врач лежит на полу связанный, мужчина сидит на нем верхом, размахивает шприцом с какой-то жидкостью, связан стоит бутылка от отбеливателя. О, черт. Сейчас же уберись, признать лечь на пол, лицом вниз. Мы твои друзья, расскажи нам про заговор. Мужчина вскакивает и хватает из стола. Так, какие-то бумаги, у меня есть все записано, доказательства, их лекарства созданы для того, чтобы контролировать нас. Отлично, полиция Фрибурге сейчас за счет расследования, давай поговорим в участке. Все. С ним побеседовали и всех нормально схватили. Давайте, ребята. Новых кадров не найдено. Это как-то плохо не работает. Ну блин, логика вообще отсутствует. Давайте еще читаем. Так, жили ночь того же дня. Когда произошло ограбление. Ну, вот, может, он подъехал, да? Ну, взломал дверь. К примеру, ночь же, да? Так. Обычно ресторан понимает, но его закрывают перед желанием сделкой. Вот, он взламывает. Понятки есть свой ключ от ресторана, а на туда нет смысла взламывать. Этот кадр вообще лишний. Так, ценные предметы хранятся в сейфе под барной стойкой. Так, вот он идет туда и что-то берет оттуда. Ну, как бы вот так, пока посмотрим. Будут много, которые нет. Так, что давайте ждем. Так, а что-то в убийстве, новых кадров не найдено. Блин, ну это, скорее всего, все, только надо как-то правильно все расположить. Но по логике вещей это не может быть, что... Ну, пистолет с глушителем, да, машина подъехала. И потом что? Почему потом... Что это вообще такое? Я не понимаю, это кадр вообще, что они снимают. Машина, да? Заправка какая-то или что это? Ну, заправка, скорее всего. И при чем тут это вообще? Это что такое? Драглорд. Тоже здесь как-то связано. Ну вот у него вот этот пистолет был. С шумом подъехал, убил.
Так, можно успокойся. Почему мышка тупит иногда? Давай вот так вот. Вот это вот сюда. Черт, ставься. Давай. О, последователь собран, наконец-то. Подозреваемый расист, у которого уже есть несколько судимостей. Ну что, давай. Ой, наконец-то убийство, склад в порту, главный мол. Вам необходимо 2 офицеров и ведущего следователя. Ну все, давай вот этих нас по двое свободны. Давай, поехали. Ой. Да. Тяжелые так-то дела вообще. Мы до 3 часов ночи уже работаем, сейчас еще они приедут. Сегодня трудный день был. Десятый, никто не ожидал вообще такого. Как так? Зарплату урезали, 50% в чем-то обвинили. Так, отчет, ну-ка что тут? Преступник пойман. Ну все, преступник пойман. Дело закрыто, поймали всех подозреваемых. Все, давайте запишем день. Нужно погибшему оформить бумаги по объявить мертвым. Задержать бумаги, оставить его в морге. Давайте пока задержим. То, что он оформит. Этого давайте объявим. Мы задержим. Все, пока за них будем получать зарплату. Все равно пока новых сотрудников нету. Можем еще одного принять. Мы его примем, я думаю. Всем сотрудникам мэрии подарили машины для личного пользования. В Фрибурге заполонили мелкие наркодилеры. Во Фрибурге может пройти в полуфинал молодежной хоккейной лиги. Давайте пойти на работу. Не ожидал я вообще такого прям переворота сильного. Я думал, ну так же спокойно будем себе работать. Сегодня прям... Ох. Почему мы отправили полицейских на протест феминистов вместо тобой? Это моя работа, феминисты могут писать угрозы, мы получили жалобы на шум. Кто-то позвонил в полицию, сообщил, что в парке устроили, какие-то люди устроили балаган. Да, все нормально. На ваш взгляд, какие-то участники протеста могли представить угрозу окружающим? Сложно сказать. Никогда не знаешь, кто опасен, а кто нет. Пока это становится слишком поздно. Мистер Бойт, вы женаты, не так ли? Да, но мы с женой не живем вместе. Формально женат, но мы с женой разошлись, она больше не живет в моем доме. Как вы относитесь к женщинам? Хорошо. Прекрасно отношусь, а как к ним еще можно относиться? Мистер Бойт, вы отдавали приказ подавить протест Стивы? Да. Да, это был мой приказ. Все. Сел. Что это за... Мне, как настоящему коррупционеру, пришлось отказаться от некоторых привычек. Couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freiburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freiburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere.
And with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freiburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freiburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Так. Ну, вы сами видели, что сейчас произошло. Ну, я не знаю, но, по-моему, он слишком себя недооценивает, как коп. Если считаете, и мэрия управляет, бандиты управляют. Еще какой-то сейчас Варга появился, который тоже ведется очень нагло и чувствуется, что он, ну, претендует как-то на вообще, ну, на управление шерифом. Мне кажется, нужно все-таки на его месте я бы взял как-то все под свои руки. Так, давайте посмотрим. Православные священники купили мэра. Греческий священник возглавил православную церковь Фрибурга. Студенты вызвались помочь фермерам. Понятно. Так. Что сейчас будет? My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Varga's fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal.
and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely.
I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Да. Ладно, сейчас у нас выбор был до этого. Я думаю, мы поможем Кристоферу Сэнду. Ну, мне так больше кажется, то что, ну, Викус этого мы совсем не знаем. Ну, хотя он и новенький. Давайте поможем Кристоферу. Потому что, ой, что он склонил аж. Ну, вы поняли, да, вообще, всю эту картину мы со мной посмотрели. Да, ну, давайте Кристоферу все-таки поможем. Как уже более с ним общались, помогали ему. Ну, здесь, конечно, что сейчас творилось вообще. Начало ночи это Викус появился. Скажите Эму, это будет. Через несколько месяцев я трижды в день принимаю антидепрессанты. Сегодня закончу спасение пузырек. Аптеки сказали, что новую партию перейдут только завтра. Боюсь, без таблеток я не очень хороший работник. В голову постоянно лезут все эти тревожные мысли. Могу я поехать домой? Ты расследовал, да, дело свое. Да, давай. Стоп, почему у нас опять смена Б? Давайте пресс. Не понял. А почему у нас смена Б? Смена H должна быть. Смена H должна быть, так? Я не себе дадим лучку, он тоже хороший работник. Так, начать день. На карту. На карту. Блин, у нас же... Я же опять заказал убийство. Почему у нас смена Б опять? Ага. Ух ты, ёлки-палки, что сейчас будет? Так. Вы признаны виновным в серьезном превышении должностных полномочий. Ваша зарплата урезается на 90%. Кроме того, у нас есть основания полагать, что причиной нарушения стал раздутый и не поддающийся контролю штат департамента. Так что численность рабочих мест в участке урезается на 50. Вы чё, ребята, почему их-то? А, мне нужно выбрать, кого урезать или что? Или их уже урезают? Стоп, мне их уже урезали? Вы что, серьезно? Блин, вы чё, серьезно, реально? Разверфа давайте. Как? Вот это жесть. Вот это жесть. Сейчас с ума сойду. Как так? У нас штат еще меньше стал. Вот этих всех уволили. Мы вам как работать-то будем, люди? А, их просто уволили и можно новых набрать. Господи, такой профессионализм. Что? 700? Ни хрена себе. Вот это он красавчик. Так. Так, что тут у нас? Что-то тоже растерялся. Так, 300. Так, смену Б его нужно. Смену Б. Нельзя выбрать? А вот, смена Б. Так, 100. Профессиональный детектив. Давай смену А его. Смену А. И этого еще раз смену Б. Ох, ёлки-палки. Так. Блин, собраться с силами. Так. У нас здесь 3 всего сотрудника осталось. Жесть. 3 сотрудника. Смену А давай.
одного. Так, 4 сотрудника, а здесь тоже 3. Так, там 4, тут 3. Так. Давайте смену Б, смену Б, смену А и смену. Вот ты выберешься, нет? Смену Б. Жесть. Серьезная жесть. Это вообще капец. Серьезные проблемы, кстати. Сейчас уже, ну, вообще круто, конечно. Так, результат запроса. Не может удовлетворить ваш запрос в настоящий момент. Запрос отклонен. Запрос отклонен. Совсем охренели. Зарплата мэрии. Серьезно? 600 баксов? Вы серьезно? Я вообще на какие деньги? Ход из могилы. Получили неделю жалование за мертвых сотрудников. Отдать 50% вашего почему? Давайте отдадим. Что это уже? Какая смысл, разница? Жесть. Давайте их уволим уже. Зачем они нужны? Это уволим. Объявить мертвым. Это мы уже никак не сделаем. У нас еще мертвый. Все уже будет мертвых нет. Жесть. Жесть. Так, массовая драка. Капец. До сих пор в себя прийти не могу. Ой. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка, больше 20 человек сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых дерущих их неожиданно, в поле уже лежит несколько раненых, но никто не знает, почему начался резня. Где 5 сотрудников можно брать, там что, всех отправлять? Давайте спецназ отправим, во-первых. Спецназ хреновый, допустим, давайте отправим вот этих, или все равно уволенные. Не берется вот этого парня. Давайте троечком их отправим, со спецназом, думаю, сделают они свои дела. Главное, чтобы никто не умер, это самое основное. Преступление на ушках, сопилки. Блин, ну опять уже у нас все нормальные, у нас их уже система уволила, блин. За нас все сделали, сократили штат сотрудников. Уже не надо, спасибо. Капец, вот это капец. Полная жопа. Я думаю, наймем стукача. Так, кого наймем? Выбери сотрудника, которого ты хочешь начать стукачом. Давай Коти. Или Янси. Давайте Коти, она все-таки нормальная тоже такая. Четкая. Бикио, Академия. Так, ситуация, кажется, следующего вы думаете, запрашиваем подкрепление. Офигеть. Еще 3 нужно отправить. А нет, еще можно 2 отправить. Офигеть, у нас нападение так-то. Куда серьезнее. Нападение, блин. Давай отправляем, че уж сделаешь. Подростки выгуливают пса, что не период, один натравил собаку, на другого в полицию позвонил девушку, которая оказалась на спиде. Ну, что теперь сделаешь-то, не на вызове. Капец. Ну, хотя 17 секунд, может, еще успеет. Если они там порешают. Блин, ну это жесть. Это, конечно, вообще жесть. Сейчас они, кстати, скажут, что там было. Убийство, церковь, не пойманы, все невредимые, гражданство невредимое. Слава богу. Так, повысили нападение, отчет. Сейчас у них скрылся. Еще преступник скрылся. Ладно. Так, прихожанка. Офигеть. Мария Серпентина сообщила о выстрелах в церкви. В исповедание зашел бородатый мужчина в шляпе. Через минуту раздалось несколько выстрелов. Поэтому мужчина спокойно вышел из кабинки. Снял шляпу, перекрестился и сел на скамейку, по-моему, сейчас молится. Ну, это все ерунда, я думаю. Старушка же, мало ли что она может сказать. Я ошибаюсь. Мне кажется, сложный вызов. Ну, отправим туда 1-2 сотрудников. Думаю, это в любом случае нужно сделать. Давай вот этих отправим. Так вот. Пусть они там решают дела. Да. Ну это, конечно, вообще
Ух ты, покушение на убийство. Линда Говард, неразборчиво сообщил, что после визита к стоматологу ей парализовал лицо осмотр комнату пьята, арестуйте его. Ну, пойди ты нахер, какое покушение на убийство? Вот одного сотрудника тебе хватит. Покушение на убийство, ага. Вот не знаю. Может быть, я сразу там зарезал. Так. Сейчас они вернутся. Точнее, приедут на место и скажут, что ну, так, убийство, отчет. Посмотрим. Офигеть. Офигеть. Еще минус 2 сотрудника. У нас что за черные дни-то начались, я не понял. Это жесть. Сотрудников вообще убивают, как нефиг делать. Что убийство девушки в колле обычно обезболивающее. Вот она, ложная тревога. Твою. Ай. Одни разочарования. Это что такое? Как это вообще в голове не укладывается? У меня столько сотрудников уже убили, нахер. Всех перевалили. У меня 3 человека осталось. Ледовая арена, Кристофера, теракт. Что там у нас? Правительство надежного предпринимания чужаков, который приезжал на скамейке пару часов без пересмотра. А он мне за это заплатил, нет? Ледовая арена, Кристофера, да. Теракт. Давай отправляем сотрудников всех, давай отправляем. Раз, два, три. А где у нас сват? Не понял, а где сват? У нас что, сват тоже убили, что ли? А где у нас сват, я не понял. В смысле? Что-то я потерялся вообще. А где у нас, простите, сват? Я только сейчас догнал. Их что, тоже всех вальнули? А такое вообще бывает? Хранение краденого, что такое? Новых кадров не найдено. Открыть расследование. Новых кадров не найдено. Пробуем вот так. Пробуем вот так вот. Пробуем вот так вот. Вот так вот. Успокойся. Так, тут у нас стоит начало, эти не меняем. Так, не работает. Мы считаем вот это начало. Это тоже не работает, эти меняем. Не работает. Ставим вот это начало. И эти меняем. Работает. А как тогда? Так, убавить. Ты прибыл на место превышения при ближайшем рассмотрении можно узнать, что сумка шевелится. Он доходит саперов. Открыть сумку. Софтирование наблюдения, гражданский погиб. Ой-ё. Это жесть. Просто серия расстройств каких-то. У нас сегодня, у нас уже 40 минут, все просто ебут. Вообще все, мэрия вообще нас отодрала конкретно. Ну какой-то Вирга этот появился, тоже нас отодрал. Ой. Теперь бандиты нас все друг в третий день, вот второй. Офигеть. Объявить, конечно, объявить мертвым официально. Зачем нам нужно обсуждать зарплату? 300 рублей выходит. Мафия больше зарабатываем. Здесь у нас хочет так побольше. Ну хотя нет, уже не побольше. Это жесть. Это жесть. Роджер с ответственным за разруху в полицейском департаменте. Мэр Роджерс, я найду в полиции порядок. Фрэнсис Кендрик не займет место Джейка Бойда. Ну конечно он уехал. Так. Я думаю, на этом пока закончим. Продолжим завтра. Или, ну, завтра, послезавтра. Возможно, даже в понедельник продолжим. Напоминаю, что сейчас пятница. 12 число. Так. Что делать-то? Давайте на этом закончим. Потому что у нас уже и так все... Ну, короче... Да, и говорить не надо. Вы сами все увидели, сами все понимаете уже. Что у нас вообще и мэрия, и бандиты, и 2 бандита, и вообще и бандиты, которые не, ну, как бы не с теми, с кем мы общались вообще, помимо дня игрового, а вообще, а вот именно те, кто игрового дня, как я объяснил, это нормально, нет, не знаю. Ну, в общем, обычные вызовы нас тоже все отодрали. Кучу сотрудников уволили, половину замочили просто вообще на каком-то самом простейшем задании. Это капец. Я не знаю, что говорить вообще. Жесть полная. Ладно. Ой. На этом, я думаю, можно закончить. Вроде все
Как-то так само по себе получилось, разрулилось. Сейчас посмотрим в следующий раз, что будет вообще дальше. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки. Подписывайтесь в группу. Обязательно. Там тоже самые новые новости будут. Когда что выходит. Какие трейлеры какие-то, возможно, будут выходить. Ладно. Все. Давайте. Всем счастливого дня и удачи.